Так что если вы считаете, что ваша орхидея здорова, но ей не хватает роста корней, какого-то такого жесткого пинка, то можете, конечно, использовать аминосил с янтарной кислотой. Но имейте в виду, это не удобрение. Янтарная кислота – это стимулятор. А нашим орхидеям нужно питание. А питание – это всегда азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Вы можете любое другое органическое или неорганическое использовать удобрение, но обязательно они должны содержать фосфор, азот, калий плюс микроэлементы. Это жизнь наших орхидей. Это то, что им нужно для построения клеток, листьев, зеленой массы. А если все время янтарная кислота, то это в конечном итоге все равно приведет к гибели. Она растет, но растет она за счет чего? За счет своих ресурсов. Сегодня. Ушки один видны. Ричи. Давай. Добрый день, друзья. Сегодня Ричи решил заменить Сему. Сема где-то отдыхает, его не видно. Поэтому Ричи решил поприсутствовать. Добрый день, друзья. Очень часто задаваемый вопрос. Аминосилов много, какой и когда и на каких цветах вы применяете. Действительно, линейка аминосил разрастается. И вот для орхидей у меня 4 вида аминосила. Но сразу оговорюсь, что один из них я купила не специально для орхидей, а просто универсальный. Но для орхидей тоже такой спрей продают. Так вот, их 4 вида. В коробочке у нас вот такие баллончики. Это жидкий аминосил. Вот в такой упаковке продается. Есть по 500 мл, есть по 250 мл. И еще в наших магазинах уже есть маленькие ампулы по 5 мл. Я считаю, что покупать 5 мл очень невыгодно. И на упаковке в 5 мл написано, что нужно опрыскивать. Я люблю таким раствором поливать под корень, а не опрыскивать. Гранулы. Одни из моих любимых. Это гранулы аминосила. Это концентрированное удобрение, которое я тоже применяю для орхидей. И есть еще вот такой тюбик, тубус, не знаю, как сказать. Туба. Вот такая туба. Это тоже витамины, но они с янтарной кислотой и хлореллой. И в таком спрее тоже есть янтарная кислота. Плюс природное серебро. По крайней мере, вот в этом есть природное серебро. Но я купила универсальный. Он тоже прекрасно действует и удобряет наши орхидеи. Вы тоже можете покупать. Не обязательно аминосил для орхидей. Универсальный аминосил и во флаконе, и гранулы тоже прекрасно подойдет для наших орхидей. Это тоже для растений. Так вот, в чем же разница? Разница только в янтарной кислоте. А почему у меня есть аминосил с янтарной кислотой? Потому что я являюсь противником применения янтарной кислоты. Но расскажу, где я и почему 2 раза применяла вот этот препарат. А этим пользуюсь сейчас чаще, но не для фаленопсисов. Давайте начнем вот с этого жидкого аминосила. Этим аминосилом я пользуюсь для полива фаленопсисов. Жидкий аминосил
я применяю для фаленопсисов, чередуя поливы. Полив чистой водой, полив удобрением. Как часто поливаете вы свои орхидеи, зависит от температуры в вашем помещении. Как орхидеи успевают просушить свои корни. Или же как просыхает грунт. О поливе есть большой плейлист, оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана. Гранулы я применяю для бульбовых орхидей. Это чаще всего. Можно применять и для фаленопсисов, если они у вас посажены в кору, а не в керамзит. Потому что из керамзита гранулы растворятся и сразу все уйдут в воду. То есть им не за что зацепиться. За кору, ну вот даже такую крупную, они зацепятся, когда начнут распадаться. Но действуют они значительно дольше, чем жидкий аминосил. Их нужно подсыпать в горшок раз в 1,5-2 месяца. И количество гранул зависит от объема горшка. Здесь вот вдалеке стоит маленький совсем горшок. Если горшок 0,6 литра, 2, максимально 3 гранулы и не больше, иначе сожжете корни, потому что аминосил в гранулах очень концентрированное удобрение. А на вот такой горшок можно положить 5-6 гранул. Но тоже раз в 1,5-2 месяца. И гранулами я удобряю в основном бульбовые орхидеи, такие как котлеи. Вот как раз 2 котлеи у меня зацвели, и я хотела вам их показать. Одна котлея очень старая, вот эта красная, не знаю я ее название. Ее нужно пересаживать, потому что бульбы, вот эти старые бульбы, они высыхают, и ее нужно омолаживать. Потому что старые бульбы, ну как у всех бульбовых орхидей, они служат орхидеи какое-то время, накапливают питательные вещества, потом отдают следующей бульбе. И в конечном итоге когда-то засыхают и отмирают. На этой орхидее как раз такой процесс. А вот молодая бульба, которая цветет, вы видите, что она толстенькая, гладенькая. Вот и нужно котлею рассадить и сделать молодой куст. А это недавно пересаженная орхидея. Тоже котлея. Тоже нет названия. У нее еще немного, совсем немного бульбочек. Но они все, видите, что нет таких сухих, засыхающих. Вот только 2 старых, с которыми я пересаживала. Но я никогда не отрезаю старые бульбы, потому что они все равно еще участвуют в жизненных процессах орхидей. А что же эти 2 флакона? Где же можно и нужно применять янтарную кислоту? Хотя я не сторонник применения янтарной кислоты. Во-первых, я считаю, это мое личное мнение, что все кислоты можно применять только на здоровых орхидеях. Потому что кислоты не только дают рост корням, зеленой части растения, но и дают рост всем живым патогенным бактериям. Если, да не только бактериям, но и грибкам, даже если вы на орхидее не заметили какого-то нежелательного грибка, он только-только поселился, и орхидея с ним справляется сама, то добавлением янтарной кислоты вы даете и ему возможность расти. И грибки, и все патогены разрастаются тогда очень быстро. Поэтому я считаю, что можно использовать янтарную кислоту только на здоровом растении. Вот где я ее применяла? Где у меня здоровые растения? Ну, конечно, это мои маленькие орхидейки, совсем не похожие на наши фаленопсисы. Это талумнии. Они растут очень медленно. И я все никак не могу подобрать к ним ключик, но все-таки получается. Вот одна из моих подписчиц посоветовала мне поставить, ну, в любой горшок, то есть сделать какой-нибудь поддончик, чтобы влажность была снизу, водичка. Вот я наливаю водички, видите, она касается
самого края корзиночки. И когда вода испаряется и доходит примерно вот так внизу горшка, ну, тогда я еще раз наливаю. Сейчас все влажно. И хотя я много читала о талумниях, и говорят, да, их нужно, чтобы корни за день просыхали. Вы знаете, она себя значительно лучше чувствует, когда у нее 2-3 дня вот такой влажный грунт. И вот эти талумнии я опрыскиваю аминосилом с янтарной кислотой. И, конечно, весна очень скоро. Да у нас и зимы, собственно, смотрю в окно. Да у нас и зимы, собственно говоря, не было. Минус... Был один раз, по-моему, минус 5 градусов. Один день в январе был минус 5 градусов. А сейчас все время... Я вам даже в январе снимала маленькое видео. Гуляя по парку, у нас было плюс 15 градусов. Это видео выставлено в телеграм-канале. Да и сейчас плюс 7, плюс 8, плюс 9. Но все равно же мы живем не на улице, а в квартире. Поэтому... Солнышка-то еще не так много, хотя лампы-то везде горят. Но, в общем, орхидеи немного чувствуют весну, но все-таки еще зима. Поэтому я опрыскиваю, и вот сейчас появляются маленькие росты. Хотя вот эти за зиму прекрасно выросли. Вот на этой талумнии появился. Вот здесь. Вот он, новый рост. Вот в глубине появился новый рост. Вот еще один. Вот он. Ну, а эта талумния просто превратилась в такую в большую, крупную, в жесткую. Тоже маленькие росточки у нее есть. А корешки, вот они, крохотные корни талумнии. Сразу видно, что процесс идет. Это то, что касается спрея аминосил. Я вам показывала, как я опрыскиваю раствором орхидею. Опрыскиваю раз в 2-3 недели. Листья очень жесткие, в пазухи там ничего не попадает. Поэтому она не загнивает. Это совершенно другие орхидеи. Это не фаленопсисы. И меня просили показать Ванду. Я ее очень давно вам не показывала. О ее росте и жизни есть плейлист. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. Но не показывала лишь потому, что я ее давно пересадила в такую корзинку. Ванду я пересадила в кокосовую корзинку, так называемую кокосницу. Она очень долго адаптировалась, а корень у нее оставался один, старый-престарый корень. И вот отсюда, вот с другой стороны, вот они, был небольшой молоденький корень. И никак она не хотела расти. Ну никак. Ни листья, ни корни. Вот полгода в одной паре. Но при этом листья не желтеют, ничего не засыхает. То есть Ванда сама по себе здорова. И я ее 2 раза полила вот этой пастой. Разводила так, как написано в инструкции. И месяц назад заметила, что вот от этого старого корня, смотрите, начали прорастать молодые корешки. А вот от этого, который куда-то ушел в кокосницу, и мне его не было видно. Ну вот сейчас могу вам показать. Вот он где. Ну, может быть, еще где-то появятся какие-то корни, которые прорастут через кокосницу. Единственное, что мне не нравится в этой кокоснице, я опускаю Ванду в большой таз при поливе. И здесь остается, вот видите, какой-то белый налет.
а на коре никакого налета нет. Так что если вы считаете, что ваша орхидея здорова, но ей не хватает роста корней, какого-то такого жесткого пинка, то можете, конечно, использовать аминосил с янтарной кислотой. Но имейте в виду, это не удобрение. Янтарная кислота – это стимулятор. А нашим орхидеям нужно питание. А питание – это всегда азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Вы можете использовать аминосил. Вы можете любое другое органическое или неорганическое использовать удобрения, но обязательно они должны содержать фосфор, азот, калий плюс микроэлементы. Это жизнь наших орхидей. Это то, что им нужно для построения клеток, листьев, зеленой массы. А если все время янтарная кислота, то это в конечном итоге все равно приведет к гибели. Она растет, но растет она за счет чего? За счет своих ресурсов. А питания у нее нет, поэтому не увлекайтесь никогда янтарными, да и другими кислотами. И хочу показать вам еще зигопиталум. Я его тоже часто показываю, потому что он просто отлично цветет на гранулированном удобрении. Я его скоро рассажу, прямо разделю на две части, потому что растет в две стороны горшка. Но никак не могу это сделать, потому что то цветет одна сторона, то цветет другая сторона. И вот опять зигопиталум выпускает два цветоноса. И опять будет цвести. Желтый лист специально не убирала, для того, чтобы вам было понятно, что бульбовые орхидеи сначала выпускают эти листья, а потом через какой-то промежуток времени обязательно их отсушивают вот таким образом. И остаются просто бульбы. Они еще нужны орхидеи, потому что здесь есть запас питательных веществ. Но не цвести, не расти эта бульба больше не будет. Но отрезать ее нельзя. А листья они сбрасывают. Надеюсь, что вам теперь понятно, в каком случае какой препарат аминосила применять. И у вас тоже все получится, и ваши орхидеи будут прекрасно расти и цвести. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.